Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чонгук периодически залипает на Тэхёна и ничего не в силах с этим сделать. Девятое место. Каждый взгляд до остановки дыхания. Тэхён, дыши. Посмотрите на счастливую улыбку Тэхёна. В этой улыбке читается не просто гордость за успех Чонгука, абсолютное, безусловное признание. Ты – моя главная награда. Это взгляд, в котором восхищение смешивается с чем-то очень хрупким, личным и не предназначенным для миллионов глаз, но все же случайно попавшим в кадр. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Ни с кем другим такого нет». Вся правда о том самом моменте Тэхёна и Чонгука. Давайте обсудим. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Знаменитый Кукви знак вернулся. Седьмое место. Мне всегда так приятно видеть, как быстро Чонгук загорается чем-то, когда Тэхён рядом. Шестое место. Поведение пары. Эти глаза никогда не лгут. Как же им хорошо вместе. Пятое место. Кажется, Чонгук смеется уже от того, что радостно Тэхёну.
эти счастливые улыбки друг другу. Четвертое место. Но если Тэхён совсем не против продемонстрировать миру красоту тела своего мужчины, то Чангук же, напротив, будет бороться до последнего, чтобы спрятать все запчасти Тэхёна. Третье место. Новости. Настоящий момент большого фаната для Тэхёна, который получил похвалу от легенд бразильского футбола Роналдо и Роналдиньо. Фанаты называют это милейшим событием. Свежие закулисные кадры позволили нам поближе взглянуть на встречу Ким Тэхёна с двумя иконами бразильского футбола, которая превратилась в неожиданный кроссовер к поп и спорта. У Ким Тэхёна не было недостатка в моментах, переполненных звездами во время возвращения BTS на мировую сцену. Но одна встреча во время исторического появления группы на чемпионате мира по футболу FIFA имела совсем другую энергетику, ведь на этот раз звезда BTS сам выглядел как преданный фанат. Новые закулисные кадры позволили фанатам поближе рассмотреть встречу Тэхёна с двумя иконами бразильского футбола. Фанаты быстро подхватили этот неожиданный кроссовер между кей-поп и футболом. Тэхён встречается с Роналдо и Роналдиньо на чемпионате мира по футболу. На видео показано, как Тэхён встречается с легендами бразильского футбола Роналдо Назарио и Роналдиньо Гауша. Искренне взволнованный встречей с кумирами, участник BTS сказал им: «Я ваш огромный фанат». Роналдиньо, который смотрел выступление BTS, ответил ёмким: «Отличная работа». Этот короткий диалог быстро стал одним из самых обсуждаемых моментов из всего видеоролика. Фанаты пришли в восторг от вида Тэхёна, общающегося с футболистами, которыми он явно восхищается. Решил – сделал. В этом весь Чангук. Если решил, что фанаты мало воды, значит надо добавить. Но, обратите внимание, как театрально, эффектно он сам смылся с места действия. Ким Тэхён стал главным героем масштабной рекламной кампании корейского Соджу Chemical, захватив токийский район Сибуя, самого неонового и культового сердца Японии. Видео с участием артиста транслируют на огромных цифровых экранах небоскребов и на легендарной улице Сентер-Гэй. Динамичная реклама создает визуальное присутствие Тэхёна прямо посреди оживленного городского пространства. Тэхён – самый добрый в мире человек с огромным сердцем. По словам фанатки, самый трогательный момент вечера – наш Тэхён с его огромным сердцем отдал свою толстовку молодому человеку в инвалидной коляске в нескольких рядах от меня. Позже я смогла поделиться этим видео с мамой того парня. Она все еще была в шоке и была так благодарна Тэхёну. Друг Тэхёна по армейской службе, актер Сон Кан, рассказал о Тэхёне в своем недавнем интервью.
Они познакомились через общего друга и даже планировали даты своих отпусков, чтобы встретиться и сблизиться. Он также сказал, что всякий раз, когда они встречаются, Тэхён всегда платит за еду. Он невероятный и всегда разный. Протест против Грэмми со стороны BTS сигнализирует о смене ролей между артистами и музыкальными премиями. Смягчение позиции Академии звукозаписи США относительно новой категории Asian Pop после того, как кей-поп суперзвезды BTS отказались выдвигать свои работы на 69-ю премию Грэмми, продемонстрировало смену баланса сил между артистами и организаторами наград, считают критики и представители музыкальной индустрии. Признавая, что подобный протест стал возможен только потому, что исходил от BTS, одного из самых влиятельных музыкальных коллективов современности, эксперты отмечают, этот конфликт обнажил новую реальность, в которой музыкальные премии нуждаются в артистах с огромными фандомами больше, чем сами артисты нуждаются в этих премиях. 16 июня Академия звукозаписи объявила о создании категории Best Asian Pop Music Performance в числе 5 новых номинаций для 69-й церемонии Грэмми. Категория была открыта для синглов и треков, в которых существенно используются один или несколько азиатских языков. Однако 29 июля все 7 участников BTS опубликовали идентичные заявления о том, что не будут подавать свою музыку на соискание Грэмми, выразив надежду, что музыка будет услышана и принята такой, какая она есть, вне зависимости от региона или языка. На фоне разгоревшегося скандала издание Billboard сообщило в пятницу, что руководство Академии звукозаписи провело консультации с представителями индустрий кей-поп, джей-поп, си-поп и индийской музыки, включая Hype Labels, корейский развлекательный гигант, стоящий за BTS. В заявлении, опубликованном в тот же день, генеральный директор Академии Харви Мейсон-младший отметил: «Независимо от нашего намерения и желания быть еще более инклюзивными, в этой среде есть артисты, которые чувствуют, что данная категория не представляет их творчество так, как им бы хотелось». Мейсон также намекнул на возможный пересмотр категории, пообещав работать в соответствии с запросами музыкального сообщества и гарантировать, что музыканты, которых мы хотим отметить, чувствуют себя действительно увиденными и услышанными благодаря нашим действиям. Это сила BTS, а не сила кей-поп в целом, заявил топ-менеджер корейской компании по производству и дистрибуции музыки на условиях анонимности. Потрясающий Тэхён, которого Чонгук хочет забрать только себе. Эффект V поражает, и Японию V продается. Бренд сила BTS, в частности участника V, привлекла пристальное внимание японских экономических изданий. Японское еженедельное издание о бизнесе и экономике Тойкай Дзейсон в своем последнем выпуске в статье «Империя развлечений Hype. Амбиции» проанализировала бизнес-модель Hype, стратегию развития артистов, влияние платформы Weverse, а также выход на японский и американский рынки. Издание отметило, что Hype создала уникальную бизнес-модель, в которой артисты рассматриваются не просто как люди, а как источник данных для получения прибыли. В
В частности, в статье под названием «Эксклюзивное расследование. Бизнес любимчиков, BTS и Ви продаются» издание подробно рассказало о влиянии Ви. Были проанализированы экономические эффекты мировой популярности Ви и его бренд-силы на поведение потребителей и рост брендов. Издание отметило, Ви – это человек, которого стремятся привлечь компании по всему миру. В рекламе, в которых он участвует, обычно на первый план выносится его образ, а не сам продукт, подчеркивая, что сам Ви является мощным брендом. Также был приведен пример японского бренда косметики Ant. Компания, ранее занимавшаяся преимущественно прямыми продажами, всего за год после выхода на биржу изменила направление, ориентируясь на розничные продажи и выход на зарубежные рынки, и одним из факторов, способствовавших этому, стало назначение Ви послом бренда. Продукты, в рекламе которых участвовал Ви, быстро распродавались, а количество подписчиков в Instagram Юнт увеличилось в 2,5 раза всего за месяц. Издание также обратило внимание на рост продаж, подчеркнув, что влияние Ви напрямую связано с реальными потребительскими решениями. Эффект Ви также проявился в американском спортивном бренде Champion, который 10 дней назад объявил о назначении Ви глобальным послом. После того, как стало известно о назначении Ви лицом бренда, на сайт Champion в интернет-магазине T-Orbit, где продается продукция Champion, резко увеличился трафик, что привело к сбою серверов, а товары, которые носил Ви, были распроданы во всех магазинах по всему миру. В настоящее время Ви является лицом рекламных кампаний различных брендов, включая Celine, Cartier, Coca-Cola, Hyde Ginra, Snow Apparel, Paradise City, Compose Coffee, Тиорта, Юнт и Сим Инвест. Как же хочется на концерт. В честь дня рождения Чонгука в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке пройдут мероприятия под названием «Фестиваль Чонгука». Фан-клубы, посвященные Чонгуку, отмечают его день рождения, который приходится на 1 сентября, путем размещения масштабных наружных рекламных щитов в 3 ключевых точках Лос-Анджелеса. Реклама будет размещена на больших электронных билбордах в районе Корейского квартала и рядом с международным аэропортом Лос-Анджелеса, а с 17 августа в течение 4 недель на них будет транслироваться видео с поздравлениями. Места размещения рекламы: билборды на восточной и западной сторонах Уилшир-бульвара в Корейском квартале Лос-Анджелеса, а также большой электронный билборд на Сент-Юни-бульваре рядом с международным аэропортом Лос-Анджелеса. Реклама с поздравлениями будет размещена в районах с высокой проходимостью, включая центр Лос-Анджелеса и окрестности аэропорта. Он такой бигбой. Вот как выглядит доверие. Когда ты отдаешь свою безопасность в руки фандома и знаешь, тебя не ранит. Каждая попытка Тэхёна достучаться, каждый его разговор о личных границах на Вевос – все это откликается чуткостью и уважением. ARMY – это не про фанатизм, а про очень взрослую, бережную любовь, в которой твоему артисту спокойно. В такие моменты он понимает, его не просто любят, его берегут. Ким Тэхён, а ты никогда не думал,
что подобные действия с твоей стороны в нескольких сантиметрах от камеры могут реально лишить людей воздуха. Шесть лет с того дня, когда мир будто стал чуть ярче. BTS выпустили Dynamite. Эта песня ворвалась в лето как солнечный луч, звонкая, искрящаяся, полная той самой энергии, которая заставляет улыбаться даже в самый пасмурный день. Dynamite стала первой полностью англоязычной песней группы и настоящим мостом, который соединил армии по всему свету. Она не просто звучала из колонок, она звучала как приглашение быть счастливыми прямо сейчас. Как будто парни сказали: «Мы не можем быть рядом, но пусть эта музыка станет нашим общим местом». Клип, полный ретро-вайба и света, собрал рекордные просмотры, а сама песня впервые подняла BTS на вершину Billboard Hot 100, исторический момент, который мы до сих пор вспоминаем с гордостью. И сегодня, спустя 6 лет, она все так же работает как маленькое чудо. Это Power Couple. Невероятная аура самой потрясающей пары на планете. Новые подробности интерактива Gemini и BTS. Коллаборация Gemini и BTS – это не просто про запросы, тут целый набор активностей для фанатов. Что есть в Gemini – промпты от участников. И подкидывает идеи запросов в духе каждого участника, например, арт-маршруты от Намджуна или рецепты от Джина. Можно читать или брать себе. Листать через кнопки с именами или просто написать имя в чат. Викторина с эмодзи. Угадай трек BTS по строчке и набору смайликов. Отвечай названием на английском Butter, Dynamite и так далее, а для следующего раунда пиши Next. Новости и расписание. Короткая сводка главных событий за 3 дня, время сразу под твой часовой пояс. Чтобы вернуться в меню, отправь Back to Menu. Мини-уроки корейского. Простые карточки, слово, значение и произношение. Жми Next, получишь следующую фразу. Как начать? В Gemini введи Unlock BTS или 7777. Полезный трюк. Если английский мешает, попроси Translate the text above to Russian и все переведет. Только в викторине продолжай отвечать названиями песен на английском. Призов пока не анонсировали. Зато можно потренировать знания и просто весело провести время. Актив доступен ограниченное время, так что успевай попробовать и кидай в комментарии, что больше понравилось. Эти ребята на сцене будто на батарейках. Сколько уже часов выступают, а энергии хоть делись. Тысячи фанатов выстроились у Rogers Stadium в ожидании мерча BTS перед приездом группы. Похоже, тысячи фанатов стоят в очереди у Rogers Stadium, чтобы приобрести мерч BTS перед 2 долгожданными концертами популярной южнокорейской группы в эти выходные. Съемка с новостного вертолета CP-24 показала огромные очереди фанатов, желающих приобрести концертный мерч. Точное количество людей в очереди пока не сообщается. Цены на эксклюзивный туровый мерч, включая джерси, свитшоты и майки, варьируются от $85 до $369.
Элла рассказала CP24 о своем опыте ожидания. Это было так круто. Я была здесь примерно без 5-6 утра, и очередь уже тянулась до станции Даунсвью. Я немного переживала из-за того, насколько длинной была очередь, но, честно говоря, люди вокруг сделали ожидание намного легче. Время пролетело незаметно. Все рассказывали о своем прошлом опыте и о том, на каких концертах Ари Рэнк они уже побывали, сказала Элла. Концерты на Роджерс Стадиум станут единственными канадскими остановками BTS в рамках этого тура. Торонто временно переименовал участок Йонж-стрит в BTS-бульвард. В преддверии приезда группы город Торонто официально установил новые таблички BTS-бульвард на участке Йонж-стрит от Норт-Йорк-бульвард до Финч-Эвеню. Церемония прошла утром в пятницу. Это стало возможным после того, как городской совет принял Dynamite Motion постановление о временном переименовании этого участка улицы до 23 сентября. Будто между ними давно выстроился свой тихий язык, без слов, но такой понятный. И в каждом этом действии история их близости – та самая невидимая связь, которая крепче любых обещаний. Бесконечная история о том, как у Тэхёна постоянно появляются синяки на губах именно в том месте, где у кого-то находится пирсинг губы. Второе место. Это так интимно. Как красиво смотрятся их руки вместе. Это их грёбаная разница. Первое место. Интимнее любого признания – это спокойная нежность. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.